Доброе утро, земля. Сегодня вроде 12-й день в горах. Но, если честно, я уже немножко сбиваться начала. 11 или 12 вроде. Сейчас вообще прям в палатке жарко, солнце. Я надеюсь, наконец пришла жара. Надо быстрее вылазить, все сушить, просушивать, кушать, готовить, собираться. И мы сегодня хотим попробовать переход на сказку. Просушиваем вещи, собираемся. Вот так вот все выглядит у нас в лагере. Тут у нас сразу чай кипятится, с собой взять и сейчас попить. Кашу заварили. Вот провизия наша. Все сушится. Тент от палатки. Палатку перевернула, у нее дно сырое. Под нее затекал дождь. Место уже почти просохло. Вот так все выглядит в горах после многодневных дождей. Вот там у меня еще спальник и каремат сохнут. Погода вообще разыгралась, такое солнце жарит. Но походу это временно, потому что тучи вон кругами так и ходят, так и ходят. Вон они. Просто огромные. Но жарко, я надела майку и бриджи. Думаю, пойду так, на свой страх и риск. Надеюсь, не похолодает резко. Опять осень не наступит. Я тут прибралась. Мы тут дровишек оставили туристам в будущем, которые придут после нас. И палку для котелка. В общем, все чистенько прибрали. Банки все свои забрали. Все, осталось рюкзаки собрать и в путь. Вот дровишки, которые мы оставили. И вот еще большие такие дровихи хорошие. Еще мелкие веточки для рожика. Вот этот баллон мы сейчас проткнули. Сейчас его сплющим и заберем с собой. Время 10 минут третьего, мы только двинулись. Не знаю, куда мы сегодня уйдем. Планировалось выйти в 12. В итоге кое-кто прособирался очень-очень долго. Не будем показывать пальцем, кто. Такие дела. Свежие мешанины какаши. Недалеко от лагеря. Пока вчера мы ходили в радиалку, туристы говорят, что здесь Мишаня опять ходил. Такие дела. А вот и Мишанин следик. Топал здесь по поту. Больше не видно следов. Планировалось идти вдоль водопада, но мы с тяжелыми рюкзаками. У Александра еще неудобные баулы. Он вообще не сможет там спускаться. Я, если честно, вообще просто вот, я не знаю, это полный трындец. Он вечно долго, очень долго собирается. Это просто какой-то капец. В горах нельзя так быть. Вы извините, что я так снимаю, потому что у меня селфи-палки, она в рюкзаке. У него не было удобного рюкзака, он набрал кучу баулов, много лишнего. И теперь еле-еле тащится. И очень долго собирается. Это просто какой-то капец. Я бы уже давно убежала, если честно. И была бы где-нибудь уже на Лазурном наверняка, если не дальше. Мы встали в 10 утра, выспались после вчерашнего. И только в 3 часу дня мы выдвинулись. Вы представляете себе, как можно столько собираться? Это просто капец. У меня слов нет. Отошли от лагеря, еле-еле тащимся. И он уже 2 раза, минут на 15-20 останавливался. То ему то не это, то так, не то. Короче, сейчас будем идти. Я не знаю сколько. У меня такое ощущение, что мы сегодня вообще до сказки не допремся. Хоть бы до Лазурного дойти. Я в расстройстве, реально. Вот почему одной лучше. Вот некоторые просятся со мной, а я говорю, что как я могу взять, не зная человека. Вот, пожалуйста. Это капец какой-то. Я понимаю, что, может, ему тяжело, он устает. У меня рюкзак реально тяжелее, чем у него. На каждом шагу останавливается, где ручей помыться, попить. Где нет ручья, просто попить из бутылки. Идем очень-очень медленно. Я из-за этого еще больше устаю.
освобождает от водопада. Пришел кушать мою конфетку. Паучара. И главное, защищает, не дает, не уходит. Это мое. Это моя сладость. Ау. Давай-ка беги отсюда. Беги, беги, беги. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Ну что, народ, хочу подвести итоги в конце дня, так сказать. Время уже 12 час. Мы уже пошли с озера Горных Духов, спустились вдоль водопада Горных Духов, вышли к озеру Художников, потом перевалили перевал Тайгиш к озеру Лазурное. И от Лазурного вот поднялись сюда, к перевалу Сказка. На пути были всякие сложности. До этого я снимала, что Тайгиш очень такой экстремальный перевал. Там тут очень долго собирался, вышли мы очень поздно. Шли мы очень медленно, очень долго. И в итоге мы не дошли до места назначения. Встали тут в самом таком, сказать, медвежачьем месте, потому что я знаю, что тут медведи немало водятся именно в этом месте. Много раз видела следы медвежьи здесь и какашки. Поставили палатки просто вообще где попало, прям на камнях, на траве, на кустах. Тут просто больше негде поставить нормально. По завершению дня нас ждал, в принципе, достаточно красивый закат по сравнению с теми дождливыми вечерами, ночами и днями, которые были. Сегодня был тихий такой прекрасный вечер. Такие дела. Всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Время 7:15. Проснулась я в 5:30. В палатке так хорошо, и даже вылазить неохота. И в спальнике так тепло вообще прям.
Вчера вечером мы договорились, что Александр встанет пораньше, чем я, чтобы собраться спокойно и вовремя. Он встал в 5:30, а я еще валялась до 7:30. Время шло. Александр ходил то туда, то сюда, перебирая без конца пакетики, которых у него было просто не счесть, и создавал видимость сборов. Хочу заметить, что когда мы собирали лагерь на горных духов, он также долго не мог собраться, пока я не собрала часть вещей за него. Сейчас меня не покидало ощущение того, что он ждал, что я сделаю то же самое. Но в этот раз я решила не лезть в его сборы. Я спокойно собиралась, готовила, чистила зубы, завтракала, медитировала, любовалась видами. В общем, делала все, чтобы дать Александру как можно больше времени для сбора. Смотрите-ка, у меня тарантул ползает в палатке. Ай, получаю. Я уже собралась. У Александра еще конь не валялся. Хочу вам вокруг показать, как тут. Вот видите, носорог, потом вот черепаха. Вот, кстати, поближе, когда смотришь на нее, как будто на ней еще кто-то сидит сверху. Там улитка, ее не видно. А подниматься нам прям возле носорога. То есть подъем он какой-то немножко извилистый. Я точно сейчас не покажу, где подниматься. Но выходить мы будем прям вот здесь. И там наверху такой маленький страж стоит. Потом ближе сниму, покажу. Такая сегодня красота. Тепло, ветер, правда, холодный, сильный, но так, в принципе, тепло. Хорошо. После дождливой погоды. Пойду пока прогуляюсь, пока Александр собирается. В общем, намедитировалась, сидела, смотрела на горы. Попросила Александра, чтобы ко мне не лез, чтобы я посидела спокойно, послушала природу, посмотрела вокруг на горы. Так хорошо стало вообще, намедитировалась. Я все-таки одиночка конкретная, не могу я с кем-то. У меня свой расклад, свой темп, свои какие-то принципы. И здесь непонятно, кто прав, кто виноват, когда я вот с кем-то иду, да. У каждого же тоже свое. И, видимо, у меня такой характер скверный, не могу я смириться ни с кем. В общем, мне одной лучше, одной хорошо. Ну, наверняка есть такие люди, с которыми я могу сойтись, такие, как я, похожие. Но я не встречала пока. Здесь мы вообще ни в чем не совпадаем. Я просто реально, я устала от Александра. Человек как бы, по-моему, второй раз в жизни в горах. Первый раз был 11 лет назад, и то там где-то в начале. Конечно, что я от него жду? Такие дела, ребята и девчата, такие дела. Я вот сейчас жду, пока он соберется. Я ходила спокойно, медитировала, ничего не делала, отдыхала, ничего не собирала. 5:30 встал, до сих пор не собрался. Представляете, а время уже где-то 10 утра. А я встала в 8 часу утра и ходила, балду пинала, реально. Сейчас где-то за полчаса, может быть, если не быстрее, собралась. И жду теперь, когда Александр соберется. Хожу, медитирую, смотрю на горы, скалы. Тут вообще просто красиво, так красиво. Я реально от этого всего так кайфую. И вот я отойду, да, посижу одна, мне очень-очень хорошо становится. Смотрите, какой прикольненький.
Очень интересный такой. А вот еще один. Вот этого лучше видно. Опа! Видите, куда я смотрю? На огромную каменную черепаху. А если присмотреться, то на ее спине можно заметить маленького черепашонка. Мне казалось, что черепаха сейчас оживет и поползет по своим черепашьим делам. Вообще перевал Сказка не зря так называется, ведь его окружают скалы, похожие на разных сказочных животных, которые так и кажется, что вот-вот оживут. Мечтала я так очень долго. Мысли мои уносились так далеко, что на мгновение я даже забыла, что я не одна и что давно пора выдвигаться на маршрут. Птички чирикают. Так эхом отдает. Слышно, надеюсь. Тут еще пищухи бывают, попискивают. Кедровки кричат. 13-й день в горах. На кого я похожа? Вообще. Вот. Съемка у меня не такая, какую я хотела бы вести. Я понимаю, что много не хватает, много я не договариваю. Я не могу при Александре снимать нормально то, что как мне бы хотелось. И его немного раздражает съемка. То есть где-то он даже не скрывает это. Время 11:25. Я двинулась, Александр еще нет. Но он почти собрался. Я думаю, через 5 минут он двинется. Да, может, мне надо быть терпеливее. Может быть, дело во мне. Но с 5:30 до 11:30 собираться 6 часов. Я не знаю, поищите такого человека, кто даст столько времени на сборы в горах. Такие дела. Может, кому-то не понравится, что я в таком настроении там иногда снимаю. Я не робот, я человек. У меня эмоции разные бывают. Я могу и плакать, и ругаться. У меня не наиграно все. Все как есть снимаю. Это должен был быть мой индивидуальный поход. А получилось полуиндивидуальный. Стоит рюкзачок мой одиноко в горах. Оставила рюкзак-то и повернула назад. Потому что Александр так и не выдвинулся. Он там до сих пор что-то вот делал. Он, я вижу, копается. Вроде все уже собрал. Время 11:42. Как видите, Александр до сих пор на месте стоит. Это столько времени он надевал рюкзак и затягивал ремни поясные. Время без 5:12. Мы еще никуда не двинулись. Почти на месте. Не знаю, что он там делает, все и стоит. Может, он опять рюкзаки перекладывает или там, не знаю, воду пьет в ручье. Не знаю, в общем. Я уже 2 раза возвращалась назад. Смотрите, как носорог близко кажется. А еще пилить и пилить. Превозмогаем в гору. Такой вид вокруг. Красота, да и только. Сколько бабочек.
Превозмогаю как могу. И как не могу, тоже превозмогаю. Такое ощущение, что мне рюкзак почти легче не стал за эти дни. Хотя уже столько съедено. А он все такой же тяжеленный. Просто капец. Не, по прямой вниз нормально идти. А вот наверх просто трындец. Ой, немножко осталось. Поднимаюсь, а тут такая красота. Сидит, крылышками машет. Что-то там собирает на камне своим усиком. Вот она. Огромная голова носорога. Я уже близко. Вот его спинка. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Бабочка. Видно было, не знаю. А вон она летает. Вон она. Тут бабочек столько таких оранжевых, красивых. Красиво так вокруг. Горы, 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 горы. Цветы и бабочки. И Алина такая потная, вымотанная, с грязной головой, но и довольная. Почти поднялась перевал. Ой, там солнцем осветились скалы. Такие красивые. Передышка перед верхом. Почти поднялась. Передыхаю на камушке. Как хорошо. И поднялась, народ. Ух. Вот она, сказка. Озеро сказка. Ух. Как же хорошо. О, там еще перевалы есть. Там перевал. Потом радиалку туда пойду. За ним еще перевал. Красиво. Хорошо. Ветер просто капец. Сейчас на таком ветру Александра ждать, либо вниз все-таки идти. И снизу потом смотреть, как он спускается, чтобы если что помочь. Не, на таком ветру невозможно долго стоять, надо спускаться. Очень холодно, он прям ледяной. Все, я вниз. Такая сыпуха, просто капец, еще круто так. Вообще. Спускаться с тяжелым рюкзаком, конечно, трындец полный. Ну, надо спускаться, что делать. Вы представляете, завтра от озера, да? И вот так туда надо будет подниматься по этому куруму, так много. Решила просто с высоты вам вот этот масштаб показать. Спускаюсь просто вообще. Тут и раньше был перевал такой, ну, спуск именно очень опасный. Тут сыпучка с камнями, с такими и крупными, и мелкими. Все это сыпется. Еще после дождя такое влажное немного. А сейчас, мне кажется, еще больше раскаталась, сыпется сильно. Места очень сложно сейчас проходила. Меня несколько раз мотануло, тяжелый рюкзак, и чуть не перевешал он в какую-нибудь сторону. Блин, так страшно. Перевесит, если болтанет. Все, это тут с горы покатишься, мало не покажется. Вообще жесть. Я не знаю, я за Александра очень сильно переживаю. Такое ощущение, что надо, блин, рюкзак сносить и обратно, что ли, подниматься. Или зря я так. Может, и зря, да, такая прям сильно ответственная. Может, хуже этим делаю. Я очень боюсь за него. Переживаю. Тут только так можно улететь здорово. Ладно, продолжаем спуск.
Вот божья коровка села прям на камень, который нужно ногой вставать. И я в последний момент ее заметила. Ёлы-палы. Чуть в лепешку ее не превратила. Как красиво. Озеро Сказка. Я приближаюсь. Еще не знаю, где палатку ставить пока. Красота. Тут и лука дикого полно. Как на такой поляне стоять? Непонятно. Топтать жалко. Лук. Это все лук. А вот здесь костры еще. О, неужели хоть кто-то оставил дровишки, а не только я оставляю везде? Не знаю, видно там или нет. Не вижу, сейчас снимаю. В общем, кто такие рюкзаки придумал, заставить нафиг сутки ходить, не снимая с тяжелым на майку. Вообще это какой-то капец. Сетчатые такие, знаете, сейчас покажу. Сетчатая такая ткань на ремнях на этих. Просто впивается в кожу, вообще это невозможно. Так режет. Вы скажете, что в майке нечего ходить. В горах многие в майке ходят, даже с голым торсом ходят, потому что солнце жарит сильно, если оно есть. Вот, видите? Такая сетка, она такая жесткая довольно. И как вот и плечи режет, и спину вот здесь, лопатки режет, поясницу режет, все режет, вообще кошмар. Но поясница хотя бы там ткань у меня, ну, в смысле майка. А тут на плечах вообще просто, и спина у меня тоже полуголая, трет очень сильно. Поставила палатку вот здесь. Там бадан и все растет. Срезать мне жалко. Прям на все на это поставила. В общем, стоит как-то неровно. Ну ничего, больше здесь места более-менее ровного нет. Здесь вот цветы растут. Я как бы не хочу их трогать. И лук. Мне кажется, это самое оптимальное место. С шикарнейшим видом на озеро Сказка. Сколько пузырьков под водой. Интересно так. Кислород собрался в пузырьки. Хоп, хоп. И нет пузырьков. Красиво. Набрала водички только что вот здесь. Это родник под камнями, под землей. И сюда выходит ледяная вода такая. Вот набрала. Сейчас возьму все. Хочу помыться, постираться. Сейчас вот за водой сходила. Опа. Вот, пущусь с родника. Воду оставлю. Возьму пакеты с грязными вещами. И все, что мне нужно, возьму. И пойду куда-нибудь за какой-нибудь камень, чтобы Александр меня не видел. Мыться, купаться, стираться. Вон она, пищуха. Вон она. Камешки. Маленькая. Они тут кругом пищат. Тут их много, кстати. Как красиво смотрится на фоне цветочков и озера. Сейчас все свои вещи постираю. Ну как, от пота в воде. Булькаю. Воняет уже. И погода испортится и начнется дождь. И они не высохнут. И буду без одежды. Надеюсь, такого не будет. Обошла озеро напротив нашего лагеря. И прямо вот у самого берега, тут в камнях, вот, ну как бы не в самом озере получается, а как заводь такая. Сейчас это пусть мокнет. Первым делом штанья надо простирать.
постираюсь сначала, чтобы потом мне мокрый не это. Не сидеть, не дубить, не стирать. Решила сначала постирать, потом попробую помыться. Руки все обцарапанные, об скалы, щипит так от воды. Набулькала шмотки. Повесила пока на камень, пока буду мыться, пусть подсыхают хоть немножко. Постирочная в руках. На кого я похожа? Баба-яга. Натуральная ведьмочка. Короче, все, я намылась, я уже даже вон, из-за того, что ветер почти подсохла, настиралась. Вон они все мои шмотки сохнут. У меня вот эта кофта только не выполосканная осталась, но она у меня единственная, я не могу ее выполоскать, придется в ней в грязной ходить. Но она вроде, кстати, даже не воняет. Колошматит, капец просто я. В трусиках стою. Замерзла вообще, капец, так холодно. Всю трясет. Аж ногти на руках, на ногах синие. Надо еще ногти, кстати, подстричь. И вообще будет супер-пупер. Снимать, кстати, не стала, потому что мне не до этого было холод такой. Надо быстрее постирать, а тут быстрее помыться. И ветер дует, боюсь, что сдует камеру мне куда-нибудь об камень или в воду упадет. Не стала снимать. О, какой жук красивый. Вообще я такого не видела раньше. Какой цвет необычный. Не смотрите на мои страшные руки, смотрите на красивого жука. Спрятаться хочет. Спрятаться. Только успела дойти до лагеря. Вещи развешивала, и дождь пошел. Так я вовремя постирала, помылась. Вообще. Не успела до палатки дойти, представляете? Да. Климат резко континентальный. 7 часов ужин. Ням-ням. Сидим с котиком, кушаем. Лучок, чесночок, пару хлебцев и сырная лапша. Обожаю лапшу сырную, которая вкусная. Намылась, настиралась, дела все сделала. Вон они, вещи сзади меня висят. И все, села кушать. Сижу тут на куруме. Долго-долго уже. За пищухами наблюдаю. Они такие смешные. Заготовки на зиму делают. Их много-много прям здесь. Я-то вижу своим глазом, а камера-то, ну, камера-то не видит, сколько их. То есть, если я сниму даже, да, то будет не видно, что там бегает. Очень много. Одна вообще такая любопытная. Присматривалась ко мне. Сначала боялась по своей тропе бежать. А потом вылезла такая, посидела на камне на меня, посмотрела, что я ничего не делаю. Потом ближе. И потом вернулась на свою тропу. Она там бросила свою зелень, которую несла от испуга из-за меня. Вернулась, подобрала ее и побежала по своей тропе. То есть поняла, что я ничего плохого и не хочу сделать. И все. И теперь бегает туда-сюда, таскает. Так смешно наблюдать. Перекрикиваются. Предупреждают друг друга. Это просто сказка. Смотрите, как небо отражается в озере. Как будто два неба, а посередине скалы. Красиво как.
Можно перепутать, по-моему. Если бы не небольшая рябь на озере, можно было перепутать, где небо. Красиво как. Я вам, кстати, обещала стража показать. Помните, когда поднималась, говорила, что там у носорога под носом страж стоит. Его, правда, плохо видно, я приближу, качество испортится. Вот он. Он реально как человек. Если присмотреться, у него голова, и он как-то в шинели в какой-то, что ли, стоит. В плаще в каком-то. И наблюдает. Я когда здесь ночую, всегда думаю, что это страж. Он следит и наблюдает за всеми. А, я время забыла посмотреть. Время, короче, где-то, наверное, 9 или начало 10 всего. Но сегодня костер мы не будем жечь. Дров, кроме меня, никто не добывал, их очень мало. Надо экономить. Вроде бы и газ надо экономить, но, короче, костер сильно не с чего жечь. Мне некогда было сильно дровами заниматься. И завтра хочу пойти в радиалку, если мне позволит погода. Еще не решила точно куда, либо на Каменный замок, либо больше склоняюсь к озеро Северное, водопад Богатырь, водопад Грация. Хочу кругаля навернуть, это очень длинная радиалка такая непростая. И, скорее всего, я пойду одна. Потому что с Александром мы можем просто ее не успеть пройти. Такие дела. Всем спокойной ночи, до утра.